Смеркалось. На окраине города шли двое пожилых супругов, Дэвид и Мэри. Они держались за руки, скрывая усталость. Еще минуту назад их собственные дети, сын Майкл и дочь Лиза, высадили родителей прямо у дороги. «Ну все, дальше сами», — бросил Майкл, не посмотрев в глаза. «У нас дел полно», — добавила Лиза и хлопнула дверью машины. Дэвид сжал руку жены. Мэри молча смотрела вслед. Они всю жизнь работали ради детей, жили скромно, копили на их образование и жилье. Но теперь стали для них обузой. Проходивший мимо сосед удивился, увидев их, но супруги сказали лишь, что ждут автобус. В душе же знали, стали чужими. Тем временем в машине дети облегченно обсуждали планы, не подозревая, что в чемоданчике отца лежали бумаги, способные изменить их судьбу. В сумерках Дэвид и Мэри дошли до остановки, но автобусы уже не ходили. Они пошли пешком к дому друзей, вспоминая молодость. «Главное, что мы все еще вместе», — сказала Мэри. В это время Майкл и Лиза за праздничным столом обсуждали, как удобно будет сдать родителей в дом престарелых. Но супруги знали то, о чем дети и не догадывались. Когда-то Дэвид купил акции завода, и со временем они превратились в целое состояние. Однако муж с женой жили по-прежнему. Сад, дом, простая еда. И дети думали, что родители бедны. Через несколько недель все изменилось. С ними часто оставляли внука, 10-летнего Джека. Для него бабушка и дедушка были настоящей семьей, и именно ради него они решили, все наследство перейдет только ему. Однажды Лиза случайно заметила документы и поняла, у родителей есть огромные деньги. Она с братом приехала требовать свое, но Дэвид твердо сказал: «Вы лишились права на это, когда бросили нас на дороге. Все мы завещаем Джеку». Дети ушли с обидой, но вскоре жизнь ударила по ним. Бизнес Майкла рухнул, Лиза увязла в долгах. Тогда они вернулись, уже с мольбами о помощи. «Простите нас, мы были неправы», — плакала Лиза. Дэвид смотрел строго. «Мы можем простить, но решение не изменим. Все останется Джеку. Учитесь быть детьми, а не хищниками». Сын и дочь опустили головы. Доверие родителей они потеряли навсегда. Джек же обнял деда и тихо сказал: «Я всегда буду рядом». Для Дэвида и Мэри это было главным наследством, любовь внука, которую не купить ни за какие деньги.